И не глядя на погоду, окунаюсь быстро в воду. У-ху! Стоять! У-ху! Раз, два, три! У-ху! Привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юлия. Если вы не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Друзья, пробираемся на реку. Вот застряли вот в такой вот чаще, точнее не застряли, а решили дальше не ехать, потому что там какие-то непролазные пути. Смотрите, как здесь вырыто. Причем мне кажется, что это вырыто какими-то кабанами, животными, что ли. Хотя таких четких их следов нет. И нам нужно проехать куда-то вот туда. Машину я развернула вот здесь. Вот прямо вот здесь. Туда-сюда несколько раз назад вперед сдала. И сейчас мы попытаемся запихнуть прицеп сюда. Потом на машине я проеду просто вперед, прицеплю прицеп и поеду дальше. Это моя поляна, на которой я буду рыбачить с ночевкой, на которой я установлю свой лагерь. Перед вами сейчас река Неман, абсолютно для меня новое место. И здесь тоже, скорее всего, где-то есть и лосики, и кабанчики. Почему? Потому что снова летают эти лосиные клещи. Немножко полянку придется прибрать. Как видите, есть мусор, но это не проблема. Кстати, большой привет! Встретила своих подписчиков, которые как раз шли охотиться. Вот, я решила просто себя обозначить, потому что знаю, что можно просто людей не заметить. Можно просто не заметить там собаку. На всякий случай я сказала, что мы здесь есть, вот, чтобы нас не подстрелили. Совсем рядом только что прозвучал выстрел, где-то, значит, пробегало там какое-то животное, но я вам показывала, что на дороге прям было разрыто, вероятнее всего есть кабаны, плюс лосиные клещи везде летали, плюс простые клещи там везде были, плюс места там просто нереально дичайшие. Ну и я сейчас попью чайку и хочу устанавливать шатер. Для чего мне сегодня понадобится шатер? Сегодня я хочу испытать свою рыбацкую печь. Хочу посмотреть, насколько она теплая. И немножко порыбачить хотя бы ночью, потому что в последнее время я все время совсем рано ложусь спать. А я-то приезжала ведь на Лиму, и дождя сегодня не обещают. На этот сезон от компании Морж мне пришла печка специально для рыбаков. Она маленькая, компактная и называется Intent Fisher. Моя новая печка комплектуется специальным чехольчиком для транспортировки с удобными шлейками. Две собачки. Чехол закрывается на молнию. Внутри транспортировочной сумки есть специальные усиленные вставки для того, чтобы чехол не порвался от металлической поверхности самой печки. Здесь у меня небольшая брошюрка на английском языке. Печь
Печка сделана из стали, ее вес составляет 8,3 килограмма. Обратите внимание, что внутри печи помещается весь дымоход. Все сегменты трубы, которые также сделаны из стали. Очень удобно, что у маленькой печки есть ножки, которые собираются и разбираются очень простым образом. На них печка ставится на ровной поверхности. По бокам печки предусмотрены два выдвижных экрана. Глубина печки 40 сантиметров, ширина от стенки до стенки 35 сантиметров и высота в разобранном состоянии 34 сантиметра. Если собрать ножки, высота печки будет составлять всего лишь 23,5 сантиметра. В палатке-шатре у меня лежит летний пол. На всякий случай под печку я постелила деревяшку, которую ставлю под теплообменник. Теперь по очереди я устанавливаю сегменты дымохода. В комплекте идет 6 простых прямых сегментов и 2 под уклоном 45 градусов. Благодаря этому трубу и печку можно установить практически в любом месте палатки. Подкладываем дровишки сюда. Обратите внимание, что дровишки должны быть длиной не больше, чем ваша печь. Заложили дрова и, как всегда, при помощи горелочки я разжигаю нашу печь. Надеюсь, что шатер выдержит. У него есть специальная для защиты. Вообще этот шатер может быть использован как баня. Довольно-таки быстро разгорелся у меня огонь. Здесь у меня сосновые дрова. И я закрываю нашу печь. Так, сейчас посмотрим. Да, смотрите, вот здесь вот есть специальные защипчики. Так, и вот здесь вот предусмотрена вот такая вот вентиляция. Подтяжка, так сказать, кислорода в случае, если плохо горят дрова, чтобы они лучше горели. Вы можете ее открывать для того, чтобы туда поступал кислород. Давайте посмотрим, что у нас тут внутри. Уже тепло. Температура такая довольно-таки комфортная, комнатная. Видите, как хорошо горит сосна. Прикормочка. Ой, которая очень вкусно пахнет. Никакого стартового закорма я делать не собираюсь. Сейчас на свой крючок я ставлю, давайте поставлю одного опарыша пока и парочку мотылей. Всегда на всякий случай беру с собой разные наживки, разные снасти. У меня с собой есть и закидушки, у меня с собой есть спиннинг. Честно, место довольно интересное для фидерной ловли. Почему-то мне так кажется, тем более здесь столько прикормок валялось везде. Что, я так понимаю, значит, какая-то бель должна водиться. И я видела, какая-то рыбка выходила. О, поклевка, ёпсель. Есть рыба какая-то, ребят. Нифига себе, я не ожидала. Что за дела? Окунь, это ты или кто там? Поклевка такая была хорошая, красивая. Вот посмотрим. Рамс. Кто там у нас идет? И кто это у нас? Елец, может быть? Елец, ребятки! Смотрите, какой хороший! Прекрасная рыба, елец. Ох, какая красавица. Или это не елец? Нет, это елец, ребят. Кусочек мяска и
Единственное, что не хватает света сейчас. Если летом я могла открыть все окна, то сейчас же я этого делать не буду. И выветривать тепло. Люди на этом месте как-то все как будто высадились в один момент. Причем одна компания ехала прямо на это место. Я уже думала, они станут вот тут прям рядом, за кустом. Сегодня, получается, подготовительные различные мероприятия, поставили палатку, проверили сейчас печку. Кстати, в палатке очень тепло, очень хорошо. Единственное, что непонятно, сколько будет сохраняться это тепло от дров и печки. Время кофе, ребят. Вот отсюда я могу наблюдать за тем, клюет на фидер или нет. Собака, заходи. Прекрати там это, заходи. Давай, прошу. Такой червячок пошел. О, красота, как шевелится. Первую закидушку устанавливаю прямо возле лагеря ради интереса посмотреть, может быть, что-то здесь водится, потому что место интересное. Здесь такое большое дерево сваленное. Для установки таких закидушек необходимо две палочки. Одна, на которую вешается леска, вторая, которой фиксируется к земле мотовила. Все. Потом, когда, если вдруг произойдет поклевка, и это будет даже не налим, потому что налим обычно не скручивает, он только дергает, и все, он стоит там на месте, как вкопанный, то начнет разматываться. Все должно быть свободно. Сегодня затемно я успеваю все установить, какая я большая молодец. Это потому, что все закидушки уже готовы к новому сезону, который, кстати, очень скоро закончится, потому что будет нерестовый запрет, довольно-таки долгий, по ловле налима. Кстати, ловля налима — это довольно-таки активная ловля. Почему? Потому что нужно искать его тропы. Если вот за ночь, за время потемнения у вас не клюет, допустим, в течение 1 часа, вы не нашли его, значит, нужно переставлять. Значит, вы не попали на точку. И ее нужно найти. А может, его вообще, кстати, здесь нет, я ж не знаю. Может и такое быть. Да, здесь, ребят, ну, поглубже немножко. Ребят, это я тоже делаю на наживку. Филе и ребрышки карасика. Ну-ка прекрати, это не тебе. Собака подумала, что это суши для него. Но, Рамс, спешу тебя разочаровать, это для налима. Филе, как и червяк, надевается вот таким образом, как чулочек на крючок. Раз. Раз. И раз. Нифига себе, ребят, посмотрите, что на ветке нашли. Самый настоящий улей.
решение переночевать в шатре, не выставлять палатку. Разберем только раскладушки и посмотрим, будет ли тепло нам с новой печкой, учитывая то, что у нас однослойный шатер, насколько она хорошо топит и как долго держит тепло. Сейчас вот регулярно подбрасываем в топку дрова. Естественно, что тепло, если перестает гореть, если заканчиваются дрова, тепло довольно-таки быстро выветривается, поэтому его постоянно надо поддерживать. Ребят, есть! Есть! Ребята, я надеюсь, что не сойдет. Хорошая должна быть, да. Чуть-чуть ниже по течению пошла. Сейчас попробую. Сюда чуть-чуть. Опа. Хорошая. Подсак взял? Нет! Сейчас! Давай, снимай. На. Ребятки, вот сейчас пошла. Решила чуть-чуть выше по реке подняться, там где яма. И меня клюнула на воблерок. Вот такая щука, но она уже, ребятки, не должна сойти 100%. Опа! Есть! Ребятки, и на вываживании села камера. Смотрите, какая красота. Смотрите, какая красота. А взяла, прям в жабру залезла к ней это. Воблер, посмотрите, куда пролез. Посмотрите. О! Как удачно я пошла. Офигеть. Надо идти в лагерь ее снимать. Все, класс. В общем, сегодняшний световой день закончился тем, что я пошла поискать щуку, и я ее нашла. Она клюнула у меня на воблер косодака размером 110 миллиметров, это 11 сантиметров. Клюнула она так, что воблер проскочил через жабры. То есть щука хорошая, она, наверное, килограмма 1,5. Единственное, что я поставила снова этот воблер, сняла его, чтобы достать у нее из пасти, поставила его обратно, пошла бросать, и где-то на 5-6 заброс воблер улетел на противоположный берег. Так как буду ночью гулять здесь и проверять закидушки, надеваю свой костюмчик от Гранд Пошива. Это костюм мягенький, который не имеет специальной влагозащитной пропитки. Но благодаря этому он вообще не шуршит и при движении не создает никаких звуков. Он мне безумно нравится. Он мне, наверное, из всех тех костюмов, которые у меня есть, нравится больше всех, потому что он очень мягкий, приятный и очень тепленький. У меня тут, походу, колокольчик где-то звенел. Я не могу понять, где. Похоже на вот такой вот. Надо пойти проверить, посмотреть, что это может быть. Первый включить все светляки. Есть, ребят. Есть, ребятки. Есть, какой хорошенький, ребятки. Угу, ребят. Есть. Вот это да, ребят. Вот такого еще пока я... Этот чуть-чуть побольше будет. Такого я еще, ребятки, не ловила. Смотрите, какой красавец. Или ловила в самом начале, когда их только начинала. Смотрите, какой красавчик. Ну, красавец же. Красавец. Клюнул он на простого червяка. Вот такой вот красавец. Смотрите, он даже здесь побольше. Немного. Ну, скажите, что вы за меня рады.
Я сегодня поймала рыбу на фидер, на спиннинг. И теперь поймала на лима. Я поймала того, за кем приехала. На красного полосатика на червя. Не на простой дендробен, а на красного полосатика. Я считаю, что для реки такого размера и для Беларуси это хороший размер у нас. Блин, ну давайте, ребят, смотрите, объело все. Давайте тогда оставим, перенаживимся. Поддеваю сейчас к филе карасика, тоже полосатика. Ну, что пусики пощекотала там на лиму. Оп, ребят, есть. Есть, малыш. Есть. Еще один красавчик. О, сейчас покажу. Ну, это совсем маленький. Вот здесь вот, конечно, можно было бы уже поставить тогда филе карася. Так, как видите, маленький засранец съел кусочек филе. Я ему его оставляю и отпускаю. Пока, друг. Первый обход завершен. Возвращаюсь с вот такой вот добычей, которую сейчас подложу в костер. Сейчас. И он, кстати, не затух. Ребят, сначала хотела картошку сделать без сала, потом вспомнила, что оно уже у меня с собой есть. Правда, оно такое, грудинка, это подкопченное, но я думаю, что все равно должно быть неплохо. Заодно и проверим, как это будет на вкус вместе с подкопченной грудинкой. Поэтому сейчас вот разворачиваю картофелины, чтобы сделать надрез и добавить туда сало. Помидорки с вот такими вот аппетитными кусочками мяса, которые я просто посолила, поперчила и полила маслицем. Давайте вот так. А помидорки вот здесь вот так.
Сильный удар был. Сейчас посмотрим. Я услышала его. Так, на всякий случай. Так. Опа. Блин, удар сильный, рыба маленькая, офигеть. Но было очень хорошо слышно, как он взял. Смотрите, какой малыш. Опа. Налимяус. Совсем маленький. Совсем. Отпускаем малыша. И бежим на следующую точку, потому что там тоже сработочка. Стаканчик уже готов. Его я достаю первым. Он в фольге, поэтому можно не бояться. Опа. Красота, красота. Главное, наконец-таки что-то горяченькое скушаю. И нормальную еду человеческую. Картошечка с мяском. Потому что сегодня еще ничего не кушала. Пока туда, пока сюда, пока за щукой сбегала, пока за налимом сбегала. Время вообще летит незаметно. Сейчас вон на фидер какая-то поклевка была очень резкая. Я поставила червя. Вот. Постоянно двигаюсь, постоянно переношу туда-сюда все свои снасти. Давно я уже на закидушке поклевок не слышала. Вот. Тех налимов, которых поймала, я их поклевки реально слышала. Может, на фидер на червя вышел какой-нибудь налим, не знаю. Но что-то крупное. Божественно. О, есть. Ребятки, вот немножко двигался вот так вот колокольчик туда-сюда. И мы подумали сразу, что, наверное, что-то сидит. Да, и были правы. Вот еще один маленький налимяу. Смотрите. О, какой красавец. О. Сейчас я вам его поближе покажу. Чтобы не травмировать. Не буду вешать на нем груз. О. О, еще, ребят, там сработка 100% произошла. Сейчас мы этого отпустим. А? Красавчик. Отпускаем. Червячка поставлю свеженького. Так. Потому что налимяу частично утащил, частично понямкал его. Так закидушечка сматывается аккуратненько. Очищается от лишних этих. Видите, червячок у меня здесь. И заброс. Ребят, ничего. Казалось, будто что-то есть. А, видите, клевало что-то. Здесь рыбка точно есть. Но у нас все объето. Есть, ребятки. Есть малышок. О, еще один. Смотрите, какой красавчик. Ой, какой красавчик. Слушайте, ну проснулись они, да, налимяу. А большуны когда проснутся? Еще один совсем крошка.
Хочется у него спросить, где он потерял маму с папой, бабушку и дедушку. А, дружище? Давай крючок, червя можешь себе оставить. Все, червя оставляй. Оставляй себе червячка. Все, ребят, малыша отпускаю. — 23:40, уже где-то 3 проходки сделали, и на каждой из них были налимы. Сейчас рыбка как будто подуспокоилась, теперь я не слышу звонов колокольчика, поэтому, наверное, скоро придется идти отдыхать. Доброе утро, друзья! Проснулась сегодня где-то в 5 часов утра, потому что стало довольно-таки холодно в палатке, из-за того, что постоянно нужно все-таки поддерживать огонь в печи. Сейчас в ней тепло, но ночью, естественно, было не до этого, хотела спать, поэтому все время огонь потихонечку потухал и становилось холоднее. Несколько клещей заползло в палатку, я так поняла, они заползают по стенам, идут на тепло. И когда я вышла с утра на улицу, я увидела, что, к сожалению, щука погибла, мне ее пришлось быстренько почистить и нарезать, чтобы посолить, и чтобы она не испортилась. И сейчас у меня завтрак, после чего я пойду проверять свои закидушки на налима. Объела, но ничего нет. Следующее. Боже, смотрите, какая красота впереди, да? Ребят, тут здесь пусто, судя по всему. Чувствую. Да? Немножко объела. Видно, мелочь какая-то. И последняя, ребятки. И пустая. И пустая. Объеден крючок. Ничего нет. На спиннинг сейчас беру набор, состоящий из вот таких вот воблеров и колебалок с вертушками. Их типа немного, но это такие самые оптимальные варианты. Решила накинуть курточку от костюма. Собираюсь вот идти сейчас рыбачить на спиннинг. Кому интересно, костюм горка у меня вот Grand Pошив. В разных цветах они у меня есть. Это один из моих любимых цветов. Я больше люблю все-таки светленькие такие цвета. Они более ярко выглядят и разнообразно. И сейчас я собрала все самое нужное. Это флюорокарбоновая леска 0,4, ножнички, зажим, подсак, спиннинг, воблера. И иду ловить хищника.
Слушайте, ну, что не это? Всегда у меня какая-то срань. Всегда мне надо, бляха, как-то пытаться что-то пробиваться. Ой, напугалась. О, видали, який ручей течет? Туда направо, сюда налево. Река там где-то. Не помешаю, если я пару раз здесь брошу? Здрасте. Не помешаю? Спасибо. Есть, ребятки. Есть. Щучка. Есть. Опача. Есть. Небольшая совсем, но есть. О, такую можно только отпустить. Красотка такая вот. Давайте ее отпускать. Плыви, плыви, плыви. В такую погоду не спит даже голавль. Его на реке было, ребят, очень много. Выплескивался, мне кажется, даже крупный. Должна быть плохая погода на щуку. Слишком солнечно, слишком хорошо. Совершенно случайно увидели, у меня все время совершенно случайно, увидели в воде рака. Достали его посмотреть, сфоткать. Представляете? В реке есть раки. Давай, друг. Давай, цок. Ну что, мой банный челлендж продолжается. Я продолжаю каждую рыбалку с ночевкой брать с собой баню морж. На этот раз, как видите, весьма и весьма жарко, ребятушки. И не глядя на погоду, окунаюсь быстро в воду. У-ху! Стоять! У-ху! Раз, два, три! Вот это я! Как вам челлендж себе придумала? Есть! Есть? Или нет? Я надеюсь, есть какая-то рыба. Нет? Нет, что это такое? Ё-моё! Некая травень. Не, клевала вон. Объяла мотыля.
этот раз, ребятки, вместо веничка у меня другая банная процедура. Это скраб для тела. Который я втираю в кожу вот таким вот образом. О, хорошо. Прекрасно. Ну что, ребятки, с легким паром. Не, я больше не пойду, Рам, спасибо, уж извольте. Больше не хочу. Фух. Друзья и подруги, рыбалка на этот раз получилась достаточно сложной, активной, но продуктивной. Поэтому, если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока.